у подножия горы Моисея, на вершину которой совершают ночное восхождение паломники и туристы, расположился монастырь святой Екатерины, названный в честь великомученицы Александрийской. Это удивительная святая. Юная девушка смогла убедить 50 ученых мужей, которых прислал римский император, в истинности веры во Христа. Когда пришло время выбирать супруга, Екатерина отказывалась выходить замуж, говоря, что ее душа уже обручена с Богом. Свидетельством тому было кольцо, которое чудесным образом появилось у нее на пальце. Христиане пришли на гору Синай в конце III века, спасаясь от римских преследований. Как пришел сюда некогда Моисей, спасаясь от гнева фараона. В конце III и начале IV веков зарождается монашеское движение, когда монахи впервые начинают искать места в пустыне, чтобы проводить свою жизнь в молитве и посте. В IV веке здесь был основан монастырь в честь Пресвятой Богородицы, ибо откровение Бога у неопалимой Купины рассматривалось как прообраз Девы Марии и воплощение. В VI веке император Юстиниан возвел величественную базилику, которая существует по сей день. Она посвящена преображению Христа. В этом отражается особое почитание Синайским братством святых пророков Моисея и Ильи, которые пришли на эту гору и впоследствии беседовали с Христом при его преображении. После того, как поблизости были обретены мощи святой Екатерины, монастырь в XI веке стал именоваться в ее честь, не лишившись, однако, своих прежних посвящений. Духовная традиция монастыря основана на самых ранних христианских идеалах, которые ищут единение с Богом, сохраняя уникальность каждого человека. Руководство к духовному росту было записано настоятелем монастыря VII века Иоанном Лествичником в его знаменитой «Лествице Божественного Восхождения». Крепостные стены вокруг ограды монастыря были сложены из массивных гранитных блоков по приказу императора Юстиниана в VI веке. На стенах Синайского монастыря в камне и дереве высечена летопись его существования на протяжении 17 веков. Тогда же, в VII веке, император Юстиниан прислал сюда 200 солдат для охраны обители от набегов кочевников. Но в VII веке, во время раннеарабских завоеваний, эти солдаты, эти христиане были насильно переведены в ислам. Они мусульмане. И по сей день они мусульмане. Эти бывшие византийские солдаты составили основу племени бедуинов, которое называется Джабалия, или на местном наречии синайском их называют Габалия. В переводе с арабского «горцы». Ибо гора Синай на арабском называется Джабль-Муса, гора Моисея. Отсюда происходит название племени Джабалия, Габалия. Эти горцы мусульмане по сей день, но они прекрасно помнят свое происхождение и гордятся, что они потомки византийских христиан. Тогда же, в VII веке, монахи отправили посольство в Мекку к Мухаммеду, Магомету, с просьбой выдать им охранную грамоту, чтобы монастырь был сохранен и не подвергся разграблению. И действительно, она спасла монастырь.
Сама эта грамота находится в Стамбуле сегодня, а ее копия в монастырском музее. Но она все же не смогла защитить обитель от набегов бедуинов. Поэтому с течением времени вход в монастырь был заложен, и попасть в него можно было только по веревочной лестнице. Лишь в конце XVIII века, во время египетской кампании Наполеона, французский генерал Клебер дал указание укрепить стены монастыря и соорудить небольшую калитку с восточной стороны. А в середине XIX века с северо-западной стороны, рядом с заложенными византийскими воротами, был проделан узкий и низкий проход с 3 дверями. Сегодня это главный вход в монастырь. Главная церковь монастыря – Базилика Преображения. Ей уже 1400 лет. Вход в базилику предваряют деревянные резные двери XI века. Знаменитый Иоанн Лествичник, бывший игуменом этого монастыря, в VII веке писал: «Отцы псалмопение называют оружием, молитву – стеною, непорочные слезы – умывальницею, а блаженное послушание назвали исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Бога». Может быть, поэтому по-особому воспринимается здесь литургия. Византийское песнопение в древней обители среди пустынных гор останавливает время и открывает небеса. Так как монастырь никогда не подвергался разграблению, там сохранились вещи поистине уникальные. Библиотека является второй в мире после Ватиканской по числу бесценных древних рукописей. Из 5 самых древних из известных нам списков Евангелия 2 находились в этом монастыре – Сирийский кодекс и Синайский кодекс. В монастыре находится самая древняя в мире икона. Эта икона написана в VI-VII веке энкаустической техникой, то есть техника, при которой краски расплавляются в горячем воске. Среди них Иисус Пантократор, Вседержитель, апостол Петр, Богоматерь с 2 мучениками, Георгием и Федором. А на этой иконе изображен Иоанн Лествичник. Мы о нем уже упоминали. Он в 16 лет пришел в монастырь. 40 лет провел в пустыне, а последние годы своей жизни был игуменом монастыря. Ну что ж, на этом, дорогие друзья, заканчиваю свой рассказ. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Надеюсь, что встреча с этим удивительным уголком Святой Земли не последняя. А вас приглашаю на Синай. Возможно, чтобы почувствовать соединение неба и земли. Или связи Ветхого и Нового Завета. А возможно, чтобы получить ответы на многие вопросы. Ведь это земля Бога. С вами был гид Сергей Алексейчик. Храни нас всех Господь.